Всем здравствуйте! Нашла я очень интересный узор для летнего кардигана. Я вообще хотела что-то ажурное, но мне попался вот такой интересный узор, который состоит просто из лицевой глади и платочной вязки. А вся фишка узора заключается в том, что мы меняем толщину пряжи, а при этом номер спиц не меняем. К примеру, я вязала этот узор либо пряжей в 4 сложения, либо просто одной нитью. Ну и миксовала либо лицевую гладь, либо платочный узор. И добилась вот такого интересного эффекта. Узор вроде и ажурный, вроде и рельефный, и вообще смотрится очень здорово и необычно. Единственный минус этого узора — это некрасивая кромка за счет смены толщины пряжи. Но этого тоже очень легко избежать. Посмотрите, я по одному краю узора положила просто дорожку из соединительных столбиков при помощи крючка. И здесь наглядно видно, как отличается кромка правой стороны и левой стороны вязаного полотна. Вяжется узор с того, что мы берем пряжу в несколько сложений, я для примера взяла в 2, и начинаем набор петель самым обычным классическим способом. Количество петель можно набрать абсолютно любое. Первый ряд будет установочный, и мы его провяжем нитью в несколько сложений, просто лицевыми петлями. Это будет ряд по изнаночной стороне. Теперь приступаем уже к самому раппорту узора. И теперь будем вязать нитью в одно сложение 2 ряда просто лицевой гладью. Обращайте внимание на то, как подхватывать петли, чтобы они не были скрещенными. Я вяжу за переднюю стенку. Провязала 2 ряда лицевой глади. Теперь вновь берем все нити и следующие 2 ряда провяжем платочным узором. Размер спиц мы не меняем. Опять же, обращайте внимание на способ захвата петли. Так как мы чередуем лицевую гладь и платочный узор, у нас идет разный способ захвата петли, либо за переднюю, либо за заднюю стенки. Провязала 2 ряда платочной вязки. Вновь откладываем лишние нити, берем нить только в одну сложению и начинаем вязать 2 ряда лицевой глади. Выполнила 2 ряда лицевой глади нитью в одно сложение. Теперь беру опять все сложения нити и вяжем 2 ряда платочного узора. Регулируйте натяжение всех нитей, чтобы у вас оно шло равномерным. Дальше переходим вновь на одно сложение нити и свяжем 4 ряда лицевой глади. Я довязываю 4-й ряд лицевой глади, и посмотрите, когда остается кромочная петля, то эту кромочную лучше всего провязать всеми сложениями нити. Дальше вяжем вновь нитями в 2 сложения. И сейчас мы свяжем 2 ряда лицевой гладью нитями в несколько сложений. Связала 2 ряда лицевой гладью нитью в несколько сложений. Теперь опять оставляем только одну нить и вяжем 4 ряда платочного узора нитью в одно сложение. Смотрите, я вновь довязываю 4-й ряд и опять точно так же кромочную мы провяжем сразу же всеми нитями. Разворачиваем наше полотно, и сейчас мы свяжем 2 ряда лицевой гладью опять всеми нитями. Вот уже что получилось. Дальше нам необходимо связать еще 4 ряда платочного узора нитью в одно сложение и 2 ряда лицевой гладью нитью в 2 сложения. То есть всего 6 рядов. 4 платочного узора в одну нить и 2 лицевой гладью в 2 нити. Выполнила я эти 6 рядов, то есть вот они, 4 ряда платочного узора, 2 ряда лицевой глади,
Дальше мы вновь берем нить в одно сложение и вяжем еще 4 ряда лицевой глади нитью в одно сложение, а затем вновь берем нить в несколько сложений и вяжем еще 2 ряда платочного узора. И затем начинаем повторять раппорт узора со второго ряда. Ну и таким образом вяжем на необходимую высоту. У меня на этом все. Ну, как всегда, если вам понравилось, не забудьте нажать на лайк. Подписывайтесь на канал, у нас будет еще много всего интересного. До скорых встреч, всем пока-пока!